Высший пилотаж в доставке пиццы. Межгалактическая служба доставки пиццы существует с тех пор, когда инопланетяне, в том числе те, что ее, мягко говоря, не ценят, предоставили земному содружеству возможность пользоваться минимумом прав галактических бедняков. То есть, то, о чем люди и не мечтали. А благодарное человечество за такую щедрость могло предложить, например, пиццу. В галактике существовало негласное правило: если вы заказываете пиццу, курьер не формулирует: обязуюсь доставить ее за 30 минут. Доставка покупки меньше, чем за полчаса по земному времени обязательно. Это правило действовало безотказно на всех обитаемых планетах, кроме Проксимы Центавра Ив, где среднее время падения от верхних атмосфер до уровня проживающих составляло 42 минуты, из-за густого слоя газообразного желе в стратосфере. Джим Пепперони Свифт в своей довольно известной пиццерии в последнее время считался лучшим доставщиком Млечного Пути. Его рекорд – 17 минут от Альфы Центавра до Бетельгейзе, включая пробки на орбитальных кольцах и поворот на таможне. Правда, тогда ему пришлось нарушить 3 межгалактических закона, 2 закона физики и 1 закон Мёрфи. Но клиент получил свой земной 4 сыра, горячий и с хрустящей корочкой. Трутрим, так его звали, ненавидел земную еду и расстреливал пиццу 3 часа на своем домашнем шоу. Всего 1500 зрителей. В тот злополучный день, когда все пошло наперекосяк, Джим проснулся с тяжелым предчувствием. Его квантовый сигнализатор самостоятельно прогудел сразу 3 серии побудки. Кофеварка синтезировала вместо эспрессо какую-то подозрительную субстанцию, похожую на машинное масло. А из-за окна доносилась вой сирены, оповещающей о вторжении на солнечный земной балкон злобных земных кальмаров. Впрочем, все, кроме последнего, было обычным делом во вторник. Придя на работу в галактическую пиццерию Джузеппе, Джим обнаружил, что его любимый курьерский звездолет Пепперони Экспресс находится в ремонте после запуска с космическим котом-альбиносом. Чертов инопланетянин вел переговоры с хозяином о франшизе. Вместо этого сделал почти бесплатную рекламу, за что потребовал много чего секретного и покататься на его машинке. Шеф был так доволен, что от радости позволял все. Поэтому теперь механик, восьмирукий осьминог Стау Кита, только пожал все детали своими щупальцами и сообщил, что только замена гиперпространственного карбюратора выполняется как минимум неделю. Джим уже собирался порадоваться отличному партнеру шефа и взять выходные за счет фирмы, когда в пиццерию поступил тот самый заказ. Заказ, который изменил не только его жизнь, но и судьбу всей галактики. Вернее, сразу несколько галактик, если учесть совсем тончайшие нюансы. Несколько секунд отважной надежды автора прожить своим трудом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям о канале. Подкиньте автору пару-тройку монет, номер карты под видео и в информации о канале. Заказ был сделан с большой части края Вселенной, из туманности МКК-42, печально известный каждому, кто посматривает любые варианты телевизоров или социальных сетей. Местечко между пространственно-временными аномалиями и тем фактом, что все навигационные приборы там показывали налево даже тогда, когда корабль летел направо. Клиент заказал 1 пиццу Маргарита с 3 сырами, без лука, и категорически настаивал на доставке в течение стандартных 30 минут. Джим обычно не брался за заказы на МКК-42. Никто не брал заказ на МКК-42 в галактической пиццерии Джузеппе и в любых других. Туда не летали с Земли и с любой другой планеты. Последний курьер, рискнувший пробраться туда, вернулся на 3 дня раньше, чем улетел, и при этом постарел на 40 лет. Но сегодня что-то щелкнуло в голове у Джима. Возможно, это было последствием утреннего псевдокофе, а может быть, на его решение повлиял парад планетарных опор в соседнем эффективном тоннеле времени. Шеф понял, что у прекрасного доставщика бывают нелегкие дни и с отеческой любовью предложил выспаться после вчерашнего праздника. Джим петушился. Тогда покровитель своих подчиненных выкатил древний звездолет Салями 2000, модель, которая считалась конфиденциальной еще во времена первой галактической пиццерии.
Корабль был размером с небольшой астероид и обладал такой же аэродинамикой. Его навигационная система работала на перфокартах, искусственном интеллекте бортового компьютера и микрочипа совмещения памяти всего этого и нескольких современных деталей. На чипе, страдавшего старческим маразмом и периодически принимающего астероиды за гигантские пончики. Джим горел желанием лететь. Маленький человек вдруг понял, что он может сделать больше, чем эти упакованные богачи-инопланетяне. У землянина есть единственный шанс перегнать их хоть где-нибудь. У единственного человека в гуманоидном содружестве и во всей Вселенной. Он просто требовал дать ему этот заказ. Шеф сдался. После необыкновенного везения с котом-альбиносом он подумал, что часы его удачи сейчас продлятся. Пицца была готова точно по рецепту, помещена в специальный контейнер с термозащитой, способный выдерживать температуру поверхности нейтронной звезды. Джим быстро поколдовал над приборами, активировал главный двигатель Салями 2000, и корабль, кряхтя и скрипя всеми переборками, оторвался от космодрома. До МКК-42 было примерно 100 тысяч световых лет, 3 черные дыры и один очень подозрительный участок космоса, где реальность была настолько тонкой, что сквозь нее просвечивали цифры исходного кода Вселенной. По расчетам бортового компьютера, после того, как Джим трижды перезагрузил его и один раз стукнул по корпусу гаечным ключом, при максимальной скорости у него оставалось ровно 4 минуты запаса времени. Несколько секунд отважной надежды автора прожить своим трудом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям о канале. Подкиньте автору пару-тройку монет, номер карты под видео и в информации о канале. Первые две черные дыры Джим обошел по стандартному маршруту, используя их гравитационное поле для дополнительного ускорения. Возле конца поля черных дыр он встретил космического кота-альбиноса, того самого, что разбил его корабль. Кот приветливо помахал хвостовым плавником и попытался использовать антенну связи, приняв этот жест за земной космический офисный знак приветствия. На подходе к туманности в МКК-42 исследования лучших ученых обнаруживают проблемы. А как иначе относиться к местам, где ни одна передовая техника не может обеспечить гарантированную безопасность? Пространство и время здесь вели себя как пьяные студенты на вечеринке. Спотыкались, путались и периодически засыпали в самых неожиданных местах. Корабль Салями 2000 боролся за свою жизнь, то удлинялся до размеров макаронины, то сжимался до размеров горошины, причем пицца внутри контейнера, казалось, была одновременно в 3 агрегатных состояниях. Навигационная система наконец сошла с ума и заказала координаты доставки одновременно впереди, сзади и внутри заднего двигателя. Бортовой климат-контроль запел гимн Галактической Федерации на клингонском языке и ушел в глубокую медитацию. До конца срока прибытия осталось 8 минут, которые в этой части космоса могли продлиться как 8 секунд, так и 8 столетий. И тут Джим увидел это. Посреди хаоса пространственно-временных преобразований парил гигантский ресторан быстрого питания, выполненный в форме додекаэдра. Его неоновые вывески мерцали на 17 языках, включая 3 мертвых и 1 еще не изобретенный. Отличное местечко, чтобы покушать на краю пространства, которое никогда не соприкасалось с тем, в котором жил Джим. Закрытые места. По картам там не было жизни. А ресторан, пусть и на отшибе от основных городов, доказывал, что своя самобытная цивилизация есть и там. Именно сюда необходимо было доставить земную пиццу. Но между кораблем Джима и рестораном, точнее между кораблем и местом расположения всей части измерения цивилизации с рестораном, располагалось нечто, что заставило бы посидеть даже лысого навигатора. Временная воронка. Она закрутилась спиралью, напоминая гигантский водоворот, и всасывала все, что попадало в зону ее действия. Джим видел, как в нее затянуло несколько астероидов, табун помятых погибших кораблей и рекламный щит. Посетите живописную черную дыру Барнарда, теперь с настройками Wi-Fi. До конца срока доставки осталось 5 минут.
Джим понимал, что если он не добьется успеха, это будет первый провальный заказ в его карьере. Кроме того, где-то в земной душе он подозревал, что этот заказ не так прост, как кажется. А хотелось поступить мужественно. Хотите узнать, чем закончилась эта история? Джим сделал то, что не рекомендуется делать ни в одном учебнике по пилотированию. Он отключил все системы безопасности, навигации и гравитационной гравитации. Салями 2000 теперь летел как кусок металлолома, чем, кстати, не сильно выделялся на фоне прочего мусора из-за его внешнего вида. Расчет был прост и одновременно безумен, временная воронка затягивала все, что имело массу во времени. А что, если отключить темпоральный синхронизатор и позволить кораблю существовать вне временного потока? Теоретически это было невозможно. Фактически, Джим уже нарушил столько основ солнечных физик за свою работу, что один из дополнительных источников энергии его не пугает. Корабль нырнул в воронку. На мгновение Джиму показалось, что он одновременно находится во всех точках мира. Он видел рождение галактики и смерть звезд, первую пиццерию на Земле и последний ресторан на краю времен. Его сознание растянулось через ионы, а тело в миллионах реальности. В какой-то момент он увидел самого себя, составляющего пиццу в разных эпохах. Вот он везет заказ на динозавре в меловой период, вот летит на паровом дирижабле в стимпанк-версии 19 века, вот управляет квантовым телепортом в далеком будущем. Все эти версии существовали одновременно, накладываясь друг на друга как слой многомерного сэндвича. Контейнер с пиццей начал вибрировать и светиться всеми цветами, включая цвета, которые человеческий глаз обычно не умеет различать. Сыр на пицце плавился и затвердевал, проходя через все выдающиеся научные состояния материи. Помидоры квантово запутались с базиликом, создав совершенно новый вкус. И вдруг все закончилось. Салями 2000 материализовался прямо у входа в ресторан, зависнув в идеально вертикальном положении. Часы на приборной панели показывали, что до конца срока доставки осталось ровно 30 секунд. Джим схватил контейнер и выпрыгнул из корабля. Гравитация здесь работала на избирательном участке, поэтому он просто поплыл ко входу, как астронавт в невесомости. Двери ресторана открылись автоматически, издав мелодичный звонок в тональности фа диез. Внутри его ожидал клиент. Точнее, существо, которое можно было назвать клиентом лишь с большой натяжкой. Оно выглядело как сгусток переливающегося света, принявший форму офисного кресла. В воздухе перед ним парила голограмма бейджика с надписью «Главный администратор мультивселенной». «Доставка пиццы Маргарита, без лука, с домашним сыром», — произнес Джим, протягивая контейнер. Время доставки — 29 минут и 30 секунд. Существо издало звук, похожий на смех квазара. «Вы прошли тест, мистер Свифт. Мы искали курьера, способного доставить посылку в любую точку пространства и времени. Как насчет постоянной работы? Мультивселенная нуждается в службе доставки». Джим посмотрел на свой потрепанный корабль за окном, вспомнил все свои приключения и ухмыльнулся. «Бонусы и страховка предусмотрены?» «Конечно. И неограниченный запас пиццы». «Тогда я согласен. Но сначала давайте все-таки пробуем эту Маргариту. Она, знаете ли, прошла через временную воронку, такого никто еще никогда не ел». Так началась новая глава в истории межгалактических контактов с мультивселенными. И в области доставки пиццы тоже, конечно. И если вы когда-нибудь закажете пиццу и получите ее раньше, чем сделали заказ, знайте, это работает эффект Джима. Единственного существа во Вселенной, которое сделало открытие техники самого сложного межпространственного скачка. И доказательно обнаружило новый вид разумной жизни. И это сделал такой же человек, как вы и я, если, конечно, вы слушаете этот рассказ на Земле в 21 веке. Несколько секунд отважной надежды автора прожить своим трудом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям о канале. Подкиньте автору пару-тройку монет, номер карты под видео и в информации о канале.